Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Там в прошлом видео я показывал о том, что я обшиваю изнутри крыши пенопластом для утепления и для того, чтобы не собирался конденсат. Много было замечаний, много комментариев о том, что под этим пенопластом, между досками и пенопластом будет собираться влага. Но как бы я покажу со своего опыта, покажу то, что у меня есть. И как бы, хочу сказать, что влага там у меня не собирается. Может она и собирается, но как бы это не критично. Вот каждый, конечно, решает сам. Я никого не собираюсь переубеждать, просто показываю свой опыт. А каждый делает, конечно, свои выводы, как лучше. Итак, значит, показываю. Дополнительно я проделал там отверстия в углах. И тут, где пенопласт, просто вырезал ножом, оно легко вырезается. Для чего? Это для того, что вот производители делают вот такие продольные, вот так если снизу показать, продольные такие пазы, тонкие. Когда дерево разбухает, то в принципе там еще щель-то тоньше становится. И этой щели очень-очень недостаточно для хорошей вентиляции. Поэтому вот это большая проблема, нежели то, что там может собираться влага. Поэтому вот я два отверстия здесь с боков сделал миллиметров 15 где-то. Можно и 20, но тут просто что между этими всеми попасть надо сверлом, так между этими шурупами, гвоздями там очень маленькое расстояние. Вот. Если недостаточно этих отверстий, то я вот здесь впереди еще делаю два отверстия. Здесь вот. И здесь сзади два отверстия делаю. Вот. Ну, то есть я уже смотрю по ситуации. И вот с этой стороны сзади. Такие же на 15 миллиметров. Так, это этот нюанс. Теперь. Действительно влага там может собираться. Раньше, перед тем, как клеить пенопласт, это еще лет 10 назад, мне рекомендовали там и раскладывать на рамки. И вот я такой пеноизол, вспененный полиэтилен, вот, степлером. Оно вроде как и быстрее его степлером прибил и все. А вот действительно, что между деревом и вот этим вспененным полиэтиленом там есть щели. И вот под эту щель действительно там собиралась влага у меня. Поэтому я от этого отказался. Под пенопластом такого нет. Теперь еще один нюанс. Производители крыш, ульев и покрытия оцинковки экономят вот на этой оцинковке. И вот она загнута сюда, буквально касается, чуть-чуть покрывает, а может и не покрывает верхнюю планку. И когда вода будет стекать, она обязательно сюда будет затекать. Так вот это вот большая проблема. Вот это вот неправильно сделано. Тут я ничего не могу сделать, потому что я купил такое. Вот. А если делать самому, то вот я на примере вот этого улья покажу. Это я сам покрывал, тут сам улей делал, я в общем-то показывал. Тут свес крыши именно металла намного больше, порядка, вот видно с этой стороны, если посмотреть, где-то сантиметр-полтора. Что это дает? Вот здесь уже вода не затекает сюда внутрь по дереву. Она отсюда скапывает прямо на землю. Даже не попадает на бока самого улья. Вот. В отличие от того варианта, что там вот если мы покупаем заводской, готовое производство. Вот это вот такой нюанс. Теперь заодно я хочу показать сейчас, как я покрывал крыши раньше и какое у них состояние. Вот если посмотреть, значит, вот этому улью тут, по-моему, пару зимовок уже. Это я показывал, как я делал этот улей. И покрывал пенопластом и все остальное. Вот пару лет прошло. То есть нигде ничего, даже вот с боков тут вообще не видно, что тут какая-то влага была. Там под низом, если нету щелей тут, то она просто, она не может туда пробраться. И опять же надо хорошая вентиляция. Вот если сбоку видно, вот одно отверстие, второе, третье отверстие. И было недостаточно, я посверлил вот еще впереди, то, что я говорил. Вот одно, и вон там дальше другое, вон другое. И с этой стороны, с другой то же самое. Вот одно отверстие, вот другое.
То есть, если тут хорошая вентиляция, то тут никакой влаги не собирается. Дальше идем. Значит, этому где-то пару сезонов. Вот этот улей. Этому улью я рассказывал где-то около 50 лет. Этот улей делал еще мой отец. Я его рассказывал, привез, немножко отремонтировал. И лет 10 назад я его покрыл тоже изнутри пенопластом. Вот это лет 10 этому пенопласту. Тут немножко пчелы грызут. Но тут плотный я пенопласт. Тут плотный я хороший выбирал. Ну, погрызли. Вот немножечко погрызли в этом месте. Вот. Крыша, тут даже некоторые доски я был поменял, потому что сгнили еще за такое время. И не было покрыто, это я уже сам покрывал этим оцинковкой. Вот если интересно внутрь сюда посмотреть. Вот эти доски, вот эти свежие, видно, это я уже заменил, потому что они полностью сгнившие были. Вот. А вот это доски, те, которым вот это по 50 лет. Вот, и щели там, и все уже вот так выгнило. Тут в углах обычно влага собирается. Вот у меня видно, что влаги нету, сухо. И зимой, и весной всегда сухо. Если правильно устроить вентиляцию. А раньше тут была влага, и вот видно, что эта влага за 50 лет сделала с ульем. Ну, вот такое. То есть идем дальше. Вот этим крышам где-то около 5 лет. Тоже сам я делал эти ульи. Вот видно в каком состоянии. Уже так немножко понемнело, но никакой. Тут немножко вот уже такое темное дерево. Ну, со временем. Но как бы, чтобы там была проблема, я не знаю. Идем дальше. Вот этому тоже где-то около 10 лет. Пенопласт, вот видно, я покрывал крышу. Ну, улей тоже старенький тут. Ну, то есть, вот что я хочу сказать, что это все-таки очень хороший метод тот, чтобы покрывать пенопластом. Но единственное, надо в крыше предусмотреть хорошую вентиляцию. Ну вот, пока все.